Приветствую всех! На канале «Все получается вкусно» и с вами Галина. Готовимся к Пасхе и сегодня предлагаю вам испечь кулич краффин. Очень вкусный, нежный и влажный. И сначала готовим опару: 250 мл теплого молока, 1 столовую ложку сахара, 4 столовые ложки муки и 2 чайные ложки дрожжей быстродействующих. И теперь все хорошо перемешиваю венчиком. Накрываю пленкой и оставляю на 10 минут, чтобы дрожжи подошли. А пока я приготовлю сухофрукты. Промытый изюм насыпаю в чашку и еще мелко порезанный курагу. И все это заливаю крутым кипятком и оставляю на 10 минут. Готовим тесто. В миску отправляю 1 целое яйцо и 2 желтка, 200 грамм сахара, ванилин и пол чайной ложки соли. И теперь все хорошо перемешиваю венчиком и добавляю 80 грамм растопленного сливочного масла. Снова все перемешиваю и вливаю подошедшую опару. Посмотрите, как они хорошо увеличились. И теперь хорошо смешиваю все ингредиенты с опарой. И всыпаю постепенно муку. Всего сюда уходит 500-550 грамм. Смотрите по своей муке. Замешиваю тесто сначала лопаткой, а потом перехожу на стол и замешиваю тесто. Нужно помесить тесто хорошо минут 5, и оно перестанет прилипать. Не нужно добавлять слишком много муки. Тесто должно быть вот такое гладкое, эластичное. Собираю его в комок и отправляю в чашку, промазанную растительным маслом. Накрываю пленкой и оставляю для подъема на 1,5 часа. Один раз буду его обминать. Тесто должно подойти 2 раза. Ну вот, тесто уже готово. 2 раза оно поднималось, я его обминала. И теперь посмотрите, какое оно мягкое, податливое, эластичное. Немножко я тесто обомну и затем делю его на 3 части. Можно взвесить на весах, чтобы были одинаковые кусочки на 3 кулича. И теперь каждый кусочек я скатываю в такой вот колобок. 2 кусочка я уберу, а 1 оставлю и буду с ним работать. А эти кусочки накрою, чтобы они не заветрились. И теперь раскатываю тесто в тонкий квадрат. Беру кусочек масла сливочного. Масло должно быть хорошего качества. Смазываю тесто и сверху посыпаю сухофрукты. Я их просушила бумажным полотенцем. И теперь скатываю в рулет, защипываю края хорошо и по бокам. Немножко вытягиваю рулет и разрезаю посерединке. И затем каждый кусочек поворачиваю разрезом наверх. Затем беру 1 кусочек и сворачиваю улиткой. И второй также. И теперь второй кусочек ложу сверху первого. И кладу в форму. У меня силиконовые формы. Все 3 рулета готовы. Теперь накрываю полотенцем и теперь оставляю в теплом месте, чтобы они хорошо поднялись. Ну вот, куличи уже увеличились хорошо в объеме, поднялись. И теперь сверху смазываю желтком с ложкой молока для красивой румяной корочки. И отправляю в духовку, разогретую до 180 градусов, на 50-60 минут. До сухой шпажки. Ну вот, куличи готовы. Посмотрите, какие они румяные и красивые получились. Даю им остыть в форме и тогда буду вынимать. Куличи уже остыли, из силиконовой формы они замечательно прям выпрыгивают. Ну и теперь для куличей приготовим простую глазурь. 1 белок и 200 грамм сахарной пудры, щепотка соли, ванилин и пол чайной ложки лимонной кислоты. И теперь миксером перемешиваю, не включая, чтобы сахарная пудра не разлетелась по всей кухне. А потом включаю на полные обороты и делаю вот такую густую глазурь.
И затем каждый кулич окунаю в глазурь. И вот такие красавчики получаются. Поправляем, делаем потеки, украшаем всякими красивыми сахарными вкусняшками. Ну и, конечно, мне не терпится, не буду я ждать, когда застынет глазурь, а разрежу и покажу вам, какой он внутри. Ох, какие же они ароматные! Тесто бесподобное, нежное, влажное, волокнистое и очень вкусное. Такой кулич долго не черствеет и остается влажным, мягким и вкусным. Попробуйте приготовить такой вкусный кулич. Я уверена, он вам тоже придется по вкусу. Счастливой Пасхи вам, здоровья, мира и добра. До новых вкусных встреч. Пока-пока.